Мы живем в эпоху постмодернизма. Почти все новые идеи резонируют с уже созданными произведениями в том или ином образе. Многие режиссеры игр и фильмов напрямую указывают свои источники вдохновения. Иногда авторам новых произведений может грозить участь плагиаторов, даже если они не знали об оригинальном произведении, на которое оказалось похоже их собственное, ведь слово небезучастных зрителей решает многое. Ярким примером вдохновения в игровой индустрии служит серия Fallout, которая родилась благодаря фильму «Безумный Макс», о чем авторы игры никогда не скрывали. Но есть и произведения, берущие за свою основу не только сеттинг, но и многие элементы повествования. Можно вспомнить System Shock 2 и Shodan, искусственный интеллект космической станции, сюжетные повороты с которым цитируют таковые из космической Одиссеи Стэнли Кубрика. С произведениями, вошедшими в пантеон классики, определить такие вещи достаточно легко, даже если о них не говорят напрямую. А о скольких подобных случаях рядовые потребители нового контента не узнают, если не будут иметь достаточно глубоких знаний искусства прошедших лет. Именно о таком примере я хочу рассказать в этом видео. О том, как Silent Hill 2 почти дословно повторяет сюжет Соляриса, снятого Андреем Тарковским. Человек совершает ошибки, он всегда будет в ответе за них. Но что, если совесть примет физическую форму? Она окутает тебя, подчинит своей власти и перекроет все пути к спасению. Вернет к жизни людей из твоего прошлого, которые играли большую роль в твоей жизни. Раз за разом причиняет им боль, заставляя тебя смотреть на их страдания вновь и вновь, проводя тебя сквозь ад, в котором невозможно сохранить рассудок. Время потеряло свой счет, в этом мире не осталось ничего, кроме демонов прошлого. Теперь ты принадлежишь только этому месту, выхода нет. Для тех, кто играл в Silent Hill 2, может показаться, что сейчас я описал сюжет и концепцию игры, но нет, я говорил про Солярис. Этот фильм был поставлен по одноименному роману Станислава Лема, но режиссер привнес свою философию в экранизацию. Действие романа и фильма происходит в будущем и рассказывает про открытие планеты Солярис. Ее отличие от других планет заключается в том, что она покрыта живым океаном, который оказывает воздействие на психику и восприятие живых организмов. Главный герой, доктор Крис Кельвин, отправляется на орбитальную станцию рядом с Солярисом, чтобы принять решение по поводу исследовательской программы планеты, прекратить или продолжить ее изучение. По прибытию на станцию Крис начинает замечать странные вещи, происходящие с людьми, которые находятся там продолжительное время, но вскоре и сам становится участником загадочных событий. В один день он обнаруживает на борту станции свою жену, Харри, которая покончила с собой 10 лет назад. Поначалу Крис пытается отрицать ее существование, сажает ее в спасательный шаттл, отправляя со станции, запирает в комнате, старается всячески избегать, но она вновь и вновь появляется перед ним, живой и жаждущей его внимания. Проходя сквозь страдания и муки нахлынувших от воспоминаний чувств, Крис все же поддается фантому, созданному планетой, и остается с призраком своего прошлого на Солярисе, потому что он до сих пор мечтает, чтобы Харри была всегда с ним рядом. То же самое происходит и с другими жителями станции. Все они встречают своих личных фантомов и поддаются натиску своих воспоминаний, своим страхам и стыду, который в конечном счете забирают их жизни. А теперь я вкратце расскажу про ключевые точки сценария Silent Hill 2, имеющие соприкосновение с фильмом. Главный герой игры, Джеймс Сандерленд, приезжает в Silent Hill, получив письмо от своей погибшей несколько лет назад жены. Еще с первой части игры было известно, что город не просто кишит монстрами, он мучает посетителей, давя на их подсознательные страхи, заставляет расплачиваться за ошибки, совершенные в прошлом. По приезду Джеймс встречает разных персонажей, которые столкнулись с городом и видят в нем отражение своих страхов. Но для нас важен лишь один персонаж – Мария, девушка, похожая внешне на покойную жену Джеймса. Он понимает, что Мария не его жена, но воспоминания затмевают его разум, и Джеймс постепенно привязывается к ней. Точно так же, как и в Солярисе, возлюбленную главного героя используют как предмет для страданий. Мария постоянно погибает на глазах Джеймса и оживает, вновь и вновь заставляя его испытывать душевную боль из-за сравнения ее гибели с гибелью своей жены. Дальнейшая схожесть с фильмом будет являться результатом действия игрока, так как игра имеет несколько концовок, зависящих от способов прохождения игры. Нас интересует лишь одна, та, в которой город поглощает Джеймса, точно так же, как и Криса поглощает планета. Он верит, что фантом его возлюбленной настоящий и остается с ним навеки.
В интернете можно найти интервью разработчиков игры, в которых они указывают фильмы и книги, вдохновившие их на данную историю, и ни в одном из интервью не говорится о Солярисе. Разработчики указывают «Шоссе в никуда» Дэвида Линча, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Лестницу Иакова» и Адриана Лина и несколько других произведений. Это немного странно, учитывая сценарную схожесть Silent Hill 2 и Соляриса, ведь его влияние ощущается с первых часов игры. Я не хочу никого обвинять в плагиате, лишь сказать, что не все с первого взгляда оригинальные истории оказываются таковыми. А какие заимствования в играх, о которых умалчивают разработчики, находили вы? Делитесь ими в комментариях.